Глава 581. Стенолом. Космические врата были крупным инвестиционным планом, требовавшим более сотни одних УК-звезд и астрономического количества пространственных кристаллов. С текущими финансами Комитета чудотворной торговли им придется заплатить большую цену за создание космических врат, даже потребуется занять крупную сумму в банках и большое количество ресурсов у 4 гигантов. Но все того стоило. Чутянь поручил Мэн Ин быть его помощником. Не работая с Чутянем долгое время, Мэн Ин была взволнована и радостно бегала вокруг, готовя для него ресурсы весь день. Надо сказать, Мэн Ин сильно выросла за эти год-два. Она долгое время руководила производственным отделом Комитета чудотворной торговли и хорошо разбиралась в ресурсах Комитета чудотворной торговли и человеческом труде. По крайней мере, она была яснее в этом, чем босс Чутянь. Мы доставляем необходимые ресурсы из различных регионов, на их отправку уйдет около 3 дней. Чутянь кивнул. Рабочие. Я позаимствовала 500 ученых из секты Юнь, 3000 ремесленников из гигантского горного хребта, и, добавив рабочих города чудес, я считаю, что у нас должно быть достаточно людей. Хорошая работа. Чутянь похвалил ее. Я немедленно приступлю к работе, это займет 10 дней. Чутянь выбрал подходящую долину в городе чудес и начал строить там космические врата. Чутянь и ученые начали рисовать схемы космических врат по крупицам, достигнув более 300 страниц. Каждую страницу передали мастерам, и они начали создавать ее на основе дизайна. Город чудес быстро начал строительство космических врат. С другой стороны, Мэн Цинву беспокоила работа. Город голубого нефрита попал в засаду духовных насекомых. Погибло более 100 000 человек. Город каменного источника внезапно подвергся нападению духовных насекомых. Их защитный городской барьер был разрушен, и они понесли тяжелые потери. Город ежевичного облака подвергся нападению духовных насекомых. Они украли большое количество ресурсов и оккупировали несколько городов. Окружающие рудники пурпурного серебряного города атакованы. Они приостановили производство, и их городской лорд просит помощи у Альянса. Уход морской расы разозлил подземный мир, заставив их усилить свои атаки на поверхностный мир. Духовные насекомые перемещались через сложные подземные расщелины, поэтому они могли появиться в лесу где угодно, что доставляло немало головной боли основным городам Лесного Альянса. Ожесточенные засады из подземного мира оказали большое влияние на лес хаоса. Даже если у Лесного Альянса было достаточно солдат и экспертов, из-за того, что духовные насекомые появлялись случайным образом, у них вообще не было способа справиться с ними. Мэн Цинву смотрела на отчеты с тяжелым сердцем. Она знала, что в такой ситуации города Альянса будут нести все больше и больше потерь. У этих городов возникнут сомнения в отношении самого Альянса, и это поставит под угрозу стабильность Лесного Альянса. Космические врата Чутяня не могли быть закончены так быстро, сейчас Мэн Цинву должна была стабилизировать ситуацию. Сообщаю, что новости пришли из великой страны Чжоу. Орлиный правитель внезапно послал 2 королей орлов на помощь королю кровавых орлов, а также послал 200 000 солдат. Кажется, они готовятся к тотальной атаке на Великий Чжоу, и Великий Чжоу не может противостоять этому с их нынешней силой. Царство Орлиного захоронения напрямую атаковало Альянс 3 королевств через великую страну Чжоу. Комитет чудотворной торговли распространил слухи, чтобы создать разделение между Орлиным правителем и королем кровавых орлов, но казалось, что эти слухи были опровергнуты. Эти духовные звери не были людьми без мозгов. 3 королевства не были сильными по сравнению с Лесным Альянсом, но это не означало, что они были бедными. 3 королевства не только имели ценность в существовании, но и имели большую ценность. Хотя королевства не были сильными, они имели глубокое происхождение от Комитета чудотворной торговли. Если бы они были использованы для расширения на соседние страны, это расширило бы влияние Комитета чудотворной торговли. Если однажды союз 3 королевств рухнет, это будет большая потеря для города чудес, Орлиное царство хотело именно этого эффекта. Комитет чудотворной торговли категорически не мог допустить этого. Мэн Цинву приняла решение. Подземный мир преследует нас, поэтому мы также будем преследовать их. Пусть их величество Крыло Смерти, Громовая Ярость, Взрывной Коготь и Король Эльфов войдут в подземный мир и атакуют их города. Влияние Комитета чудотворной торговли в мире Чистилища было не очень сильным, но с движением 4 гигантов одновременно мир Чистилища стабилизировался. Не говоря уже о космической крепости в мире Чистилища, которую никто из мира Чистилища не мог атаковать. Оставив Ату, чтобы все стабилизировать, 4 гиганта могли атаковать подземный мир через мир Чистилища. Нападая на города, контролируемый Алексис, что в определенной степени отвлечет внимание подземного мира. Армия Орлиного царства собирается, вероятно, это будет кровавая битва. Мы должны избегать прямого конфликта с ними. Мэн Цинву предприняла действия, чтобы помочь пострадавшим городам, сначала подавив эту ситуацию, прежде чем разбираться с ситуацией с Орлиным царством.
как продвигается исследование стенолома. Стенолом очень сложная ракета, и из-за того, насколько сложно ее построить и насколько редки материалы, мы пока сделали только 10 из них. Мы не знаем, какие будут эффекты, мы еще не протестировали их. Мэн Цинву сказала, даже не задумываясь, испытайте их прямо на поле боя. Подчиненные переглянулись. Поле боя. Мэн Цинву связалась с Наньгун Юнь и вывезла несколько истребителей Комитета чудотворной торговли. Эти истребители были такими же, как тот, на котором Чутянь летел в город Западного моря. Все они были новейшими летательными аппаратами Комитета чудотворной торговли. Они могли развивать скорость в 10 раз больше звука на своей максимальной скорости, что могло избежать даже слабых экспертов небесной области. Старшая сестра Цинву может быть уверена. Наньгун Юнь была очень взволнована, увидев миссию, которую дала ей Мэн Цинву: «Я обязательно разнесу армию Орлиного царства в клочья». Нет, твоя миссия — не бороться с основными силами Орлиного царства. Мэн Цинву покачала головой. Я исследовала силы Орлиного царства, 5 армий королей орлов — самые элитные войска среди их войск. Помимо армии короля Темных орлов, которая была уничтожена на равнинах, армии других 4 королей орлов находится на территории 3 королевств. Что хочет сказать старшая сестра Цинву? Основные силы Орлиного царства имеют много воздушных сил. Хотя наши новые летательные аппараты мощные, их воздушную блокаду будет сложно преодолеть. Мэн Цинву дала карту Наньгун Юнь. Это карта Орлиного царства, я уже отметила на ней несколько стратегических мест. В этих стратегических местах находятся армейские припасы и снаряжение Орлиного царства. Твоя задача — как можно быстрее их уничтожить. Наньгун Юнь была шокирована. Хорошо. Элитные воздушно-десантные войска Орлиного царства находились в великой стране Чжоу, в то время как первый класс был оставлен на других полях сражений, чтобы поддерживать ситуацию. Означает ли это, что в их собственной стране остались только войска 2 и 3 класса? Мэн Цинву сказала: в 3 королевствах довольно много дирижаблей небесного наказания, но из-за того, что они слишком медленные, от них мало пользы в бою. Итак, я собрал их на границе Орлиного царства. Эти дирижабли должны быть полезны при атаке истребителей. Мэн Цинву уже все подготовила. Если эти дирижабли напрямую атакуют армии королей орлов, они просто ничем не будут отличаться от крупных целей. Воздушно-десантные войска Орлиного царства были очень сильными, способные перехватывать бомбы в воздухе и отправлять летающих демонических зверей для уничтожения дирижаблей. У них не было бы этого беспокойства, если бы они атаковали города. С одной стороны, города не были всегда на страже, как армия, а с другой стороны, скорость реакции городских стражников была намного медленнее по сравнению с ними. В Орлином царстве никто никогда бы не подумал, что Мэн Цинву отправит дирижабли к их границам, готовые атаковать в любой момент. Они также не знали, что Комитет чудотворной торговли уже создал такие мощные истребители. Наньгун Юнь собрала своих людей перед тем, как отправиться в путь. Это первая настоящая битва наших истребителей «Черный гром». Наньгун Юнь наставляла всех, гуляя взад и вперед. Мы должны красиво выступить и продемонстрировать мощь нашего Комитета чудотворной торговли, понимаете? Да. Отправляемся. 15 истребителей Черного грома активировались и исчезли за горизонтом города чудес. Наньгун Юнь лично управляла истребителем и быстро достигла скорости в 10 раз превышающей скорость света. Истребители были стабильны и не подавали признаков поломки. Конструкция Черного грома не была сложной, в основном она полагалась на комбинацию энергетических массивов для его питания. Поэтому места для мощного двигателя, вооружения и энергетического бака хватало. В самом истребителе было 4 энергетических бака, и когда они пролетали над равнинами боевых гончих, они использовали большую часть энергии. Наньгун Юнь остановила истребители на равнинах боевых гончих и достала новые энергетические баки из космического склада. Когда они снова двинулись в путь, они приготовили различное оружие. На этот раз они летели прямо в Орлиное царство. Над Орлиным царством была небесная сеть, так что проблем с общением не было. Это Черный гром-1. Наньгун Юнь сказала через устройство связи: «Призываю к наказанию небес-16». Из устройства связи раздался звук с небольшим количеством помех. Наказание небес-16 здесь. Мы уже над целью и можем получить приказ начать бомбардировку в любой момент. Наньгун Юнь сказала: «Дайте мне информацию о цели». Наньгун Юнь отвечала за самый важный стратегический пункт. Это был крупный форт, в котором сочетались казармы, амбар и склад для оборудования. Он был построен на гигантской изолированной скале, имевшей мощный защитный барьер и очень мощную противовоздушную оборону. Что касается защитного барьера, Комитет чудотворной торговли его уже четко исследовал. По мере того, как они подходили все ближе и ближе. Наньгун Юнь подсчитала, что с их текущей скоростью они прибудут к своей цели максимум за 10 минут.
На высоте 15 тысяч метров в воздухе было 4 небесных наказаний. Их бомбы могли приземлиться на цель в течение около минуты. Обратите внимание на мои приказы. По мере того, как Нангун Юнь подходила все ближе и ближе, крепость уже становилась все больше в ее поле зрения. Она вдруг громко приказала начать бомбардировку. Приказ принят. Начинаем бомбардировку. Бомбы с дирижабля еще не упали, когда истребитель Нангун Юнь уже достиг крепости. Скорость в 10 раз превышала скорость света. Даже если истребитель был сконструирован так, чтобы уменьшить трение и звук, он издал громкий звук, который привел в состояние боевой готовности крепость. Но уже поздно. Нангун Юнь крикнула «Умрите!». Энергетические пушки истребителя загорелись, и 4-5 лучей света прорезали воздух по направлению к барьеру крепости, но они создали только рябь на поверхности. Ведь силы этой атаки было недостаточно, чтобы сломать барьер. В это время под черным громом внезапно появилась ракета. Эта ракета была черной как уголь, и, выстреливая со скоростью, в 10 раз превышавшей скорость звука, продолжала набирать скорость, пока не достигла, по крайней мере, скорости в 14-15 раз выше звука. Это было похоже на дрель, врезавшуюся в барьер крепости. Ракета не произвела мощного взрыва, но изнутри высвободилась странная энергия, в результате чего большой слой рун мгновенно покрыл всю поверхность барьера. Это было похоже на воду, текущую через высокий энергетический барьер, но она внезапно начала замерзать, как слой льда. «Сломайся!» Нангун Юнь снова выстрелила из энергетической пушки. Пен, подобно разбиванию зеркала, большой барьер крепости внезапно разлетелся на куски, как лед. В это время над ними раздался несравненно резкий свист. Вот-вот упадут бомбы с дирижаблей небесного наказания. Нангун Юнь направила свой истребитель к краю крепости и наблюдала, как бесчисленные бомбы падают, словно капли дождя. Они упали там, где сломался барьер, и мгновенно превратили все, что находилось под барьером, в море пламени. Глава 582. Засада. Нангун Юнь мысленно управляла истребителем. Теперь, когда истребители были наполнены энергией, они продолжали высвобождать энергию из своих энергетических устройств, распространяясь по линиям массивов, наполняя массивы энергией. Он покрыл весь истребитель изнутри и снаружи слоем энергии, покрывая его слабым светом, когда вокруг истребителя появился щит. Именно поэтому взрыв, хотя и имел мощную ударную волну, не причинил никакого вреда истребителю. Когда Нангун Юнь вышла из центра взрыва, она создала длинную линию огня позади себя. Даже 10 высококлассных экспертов Небесной области не смогли бы повторить подобную сцену. Комитет чудотворной торговли достиг этого с помощью технологий. Насколько это было шокирующим, оружие Комитета чудотворной торговли продолжало расти, и теперь их бомбы были сделаны из серебряного кристального масла. Не говоря уже о том, что методы очистки нефти Комитета чудотворной торговли не могли даже сравниться с тем, что они использовали в Южном Небесном городе. Каждая из этих бомб обладала разрушительной мощью, способной убить все, что находится в радиусе 100 метров. Одно небесное наказание могло отправить несколько тысяч из них. 4 наказания небес могло отправить десятки тысяч. С такой ужасающей атакой они могли легко сравнять с землей целый город, поскольку эта атака была слишком внезапной, и город чудес использовал уловку. Чтобы проникнуть через барьер, у этой крепости даже не было возможности подготовиться или отреагировать. Их мгновенно охватило море пламени. Нангун Юнь была переполнена дикой радостью. Этот стенолом слишком полезен. Если мы захотим атаковать любой город в будущем, разве это не будет слишком легко? Стенолом был новой ракетой, разработанной городом чудес. Материалы и структура ее были очень сложными, и она имела эффект рун высокого уровня. Его основная функция заключалась в том, чтобы остановить поток энергии, поэтому, когда он упал на защитный барьер, эта потеря потока энергии заставила барьер замерзнуть, что облегчило его разрушение. Вот почему Нангун Юнь смогла разрушить барьер. Стенолом заморозил энергетический барьер, а затем она разрушила его выстрелом из энергетической пушки второго поколения. Миссия завершена. Дирижабли должны самоуничтожиться, и всем следует эвакуироваться. С 4 бомбами, выпущенными небесным наказанием на крепость, даже эксперт Небесной области не сможет сбежать под этим плотным прикрытием атак. Этот раунд бомбардировок уничтожил как минимум более половины крепости. Дирижабли были обнажены, и поскольку они не могли двигаться быстро, если Орлиное царство пошлет воздушно-десантные войска, дирижабли не смогут покинуть Орлиное царство со своей скоростью. Поэтому они напрямую активировали функцию самоуничтожения дирижабля, и весь экипаж дирижабля сбежал с помощью грифонов, гарантируя, что дирижабли не попадут в руки посторонних. Черный гром 2. Миссия завершена. Черный гром 3. Миссия завершена. Когда Нангун Юнь позаботилась об этой крепости, из разных мест приходили сообщения.
Практически все истребители Черного Грома использовали стенолом, чтобы устроить мощную засаду, в которой были уничтожены 10 стратегических локаций. Трудно представить, какой ущерб это нанесет Орлиному царству. Когда Орлиный правитель узнает об этом, он обязательно придет в ярость. Эти стратегические точки не только имели большое военное значение, они также были товарными центрами Орлиного царства, собирая половину еды нации. Они предоставляли ресурсы для армий, отправляющихся в экспедиции, и теперь, когда они были уничтожены, а погребальное королевство Орла стало могущественной страной духовных зверей, они определенно получили бы больше, чем рассчитывали. Это была задача Мэн Цинву, и можно было сказать, что она закончилась. Наньгун Юнь все еще не повеселилась, можно было использовать еще 2 стенолома. Она посмотрела на карту и приняла решение: мы недалеко от имперского города Орлиного царства. Все собирайтесь вместе, и давайте сделаем это снова. Наньгун Юнь была настоящим маньяком. Может ли имперский город Орлиного царства быть похожим на обычный город? Это определенно была опасная миссия, но Наньгун Юнь это не волновало. Атака на стратегические локации Орлиного царства произошла в одно и то же время, поэтому с информационной системой Орлиного царства, даже если имперский город отреагирует быстро, они не смогут отреагировать на атаку истребителей. Более 10 истребителей собрались в одном направлении. Они выглядели как черные треугольники, движущиеся с невероятной скоростью и прибывшие к имперскому городу Орлиного царства всего за несколько часов. Он был достоин быть имперским городом. Имперский город Орлиного царства выглядел так, как его представляли, занимая целое большое поле. Не было ни городских стен, ни высоких зданий, что выглядело очень беспорядочно, но создавало ощущение благополучия. Стенолом. Громко крикнула Наньгун Юнь. Стенолом был вставлен в защитный барьер имперского города. Барьер имперского города был намного сильнее, чем барьер крепости. Стенолом мог уничтожить лишь небольшую его часть, но этого было достаточно. Пушка изначальной энергии выстрелила. Пен. Разлетелся кусок барьера. Более 10 больших черных треугольников влетели в имперский город, как молния. Эти истребители были оснащены различными видами вооружения. Различные мощные бомбы, заряженные энергетическим топливом 2-го поколения, сразу же обрушились на имперский город, поднимая грибовидные облака один за другим. Открыть огонь, открыть огонь. Бесчисленные тяжелые орудия и ракеты были выпущены по местам, где собрались люди. Все это произошло слишком быстро, и жители имперского города были застигнуты врасплох, и за несколько минут последовали большие потери. Наньгун Юнь в одиночку проникла в центр имперского города Орлиного царства и добралась до самого впечатляющего императорского дворца. Хонг одновременно выстрелили несколько энергетических пушек, в императорском дворце было несколько больших дыр. Было выпущено несколько быстрых ракет и взорваны окружающие здания. Наньгун Юнь сразу же уехала и на полной скорости рванула вперед. Хотя она была безрассудным человеком, она не была дурой. Она знала, что имперский город не был местом, в котором они могли бы оставаться надолго, поэтому после взрыва нескольких зданий она немедленно отдала приказ: засада завершена. Используйте стенолом, чтобы уйти. Истребители собирались разрушить часть барьера и быстро покинуть имперский город. Они оставили за собой серию разрушений и выстрелили последним разрушителем стен, чтобы сломать барьер, чтобы создать еще одно отверстие. Когда они были готовы бежать в разные стороны, из имперского города последовала реакция. В это время была реакция из имперского города. Хорошо экипированные армии бешено устремились в небо над имперским городом, и все виды огня, взрывов и ветреных лопастей вылетели из них, как дикая буря. Атака, нас атакуют. Кому они нужны? Активировать щиты. Истребители Черного Грома имели энергетические щиты города чудес. Некоторое время не было проблем с некоторыми атаками, и истребители двигались со скоростью, с которой обычные летающие звери-демоны не могли сравниться. Следовательно, пока они покинут воздушное пространство имперского города, эти парни точно не смогут их поймать. Более 10 истребителей вырвались из заграждения, за ними погнались тысячи десантников. Это было так, как и предполагала Наньгун Юнь. Хотя было много экспертов орлиной расы, только те, кто находился в Царстве Небесной области, могли догнать скорость их истребителей. Проблема заключалась в том, сколько там могло быть экспертов Небесной области. Что касается зверей и демонов, если у них не было врожденной способности скорости, обычные звери-демоны 3-го уровня не могли поймать Черный Гром. Расстояние между обеими сторонами продолжало увеличиваться, и Черный Гром мог даже время от времени разворачиваться для контратаки. Когда все думали, что это будет легкий побег, в небе внезапно появилась фигура. Его скорость была явно в несколько раз выше, чем у других экспертов орлиной расы, она была даже быстрее, чем у истребителей города чудес. Это. Наньгун Юнь была шокирована. Как мог человек быть таким быстрым?
было очевидно, что другая страна была экспертом в области небес и культивировала особую технику совершенствования. Это определенно был эксперт со способностями к скорости, иначе ему было бы невозможно догнать. Чтобы обладать этой способностью в Орлином царстве, мог быть только король, тот, кто называл себя Орлиным правителем. Наньгун Юнь нахмурила брови. «Вы, ребята, уходите первыми, я задержу его». Сказав это, Наньгун Юнь внезапно развернулась и полетела в другом направлении. Она знала свою силу, и если она действительно столкнется с Орлиным правителем, она погибнет в одном столкновении, поэтому ей нужно было держаться на расстоянии. Хонг. Выстрелили энергетические пушки Черного грома. Орлиный правитель лишь немного замедлился перед атаками пушек изначальной энергии. Обе стороны приближались друг к другу на относительно быстрой скорости, и Орлиный правитель внезапно излучил гигантское сияние клинка. Он прошел через 20 тысяч метров и полетел прямо на Наньгун Юнь. Лицо Наньгун Юнь упало, и она быстро повернулась, чтобы избежать его. Пен, энергетический клинок, упал на энергетический щит Черного грома, мгновенно разрезав его на куски. Текущий энергетический щит мог блокировать только несколько атак со стороны экспертов Царства Истинного Духа, он определенно не мог блокировать атаку эксперта Небесной области. Если бы Наньгун Юнь не отреагировала бы достаточно быстро и не уклонилась бы от атаки, она была бы уничтожена. Такой сильный парень, Наньгун Юнь выпустила несколько ракет, но они не помогли. От атак такой скорости Орлиный правитель легко уклонился. В то время между ними оставалось всего несколько тысяч метров. Тяжелые энергетические пушки активировались и начали дико стрелять. Подобная атака против эксперта Небесной области, хотя она может поглотить их защитную духовную энергию, она не сможет прорвать их защиту, даже если Орлиный правитель позволит Наньгун Юнь выстрелить в него. Орлиный правитель висел в воздухе и собирал мощную духовную энергию, которая была мгновенно выброшена. Она мгновенно превратилась в тысячи красных энергетических игл, которые полностью покрыли Наньгун Юнь, как дикая буря. Если от предыдущего энергетического клинка все еще можно было уклониться, от текущей атаки уклониться нельзя было вообще. В черный истребитель попали несколько сотен раз, после чего он взорвался в воздухе, превратившись в массу пламени. Орлиный правитель холодно фыркнул. Он позаботился об одном истребителе и был готов искать другие, но не смог найти даже тени другого истребителя. Глава 583. Космические врата. Наньгун Юнь выглядела очень опечаленной, когда выходила из транспортного пункта. Ее одежда была изодранной, а травмы не были легкими. Она испустила долгий вздох облегчения, когда вокруг нее появилось пламя, залечивающее ее раны. Этот проклятый старик действительно мощный. К счастью, эта пожилая леди принесла транспортный свиток. Наньгун Юнь немедленно подбежала к Мэн Цинву, чтобы сообщить об этом. Эта внезапная атака была очень успешной, только атака, которую решила Наньгун Юнь, была слишком опасной, но хорошо, что потерь не было. Остальные уже покинули территорию Орлиного царства. На этот раз в успехе большую роль сыграл интеллект Мэн Цинву. Когда Орлиное царство напало на Альянс королевств, Мэн Цинву уже собирал информацию об Орлином царстве по всем своим каналам, поэтому они могли точно разрушить самые важные крепости Орлиного царства. Эта внезапная атака не окажет большого влияния на основные силы Орлиного царства, но нанесет тяжелые потери. По крайней мере, половина запасов еды исчезнет, и это определенно вызовет огромный ужас в Орлином царстве. Мэн Цинву продолжала делать аранжировки, пусть Фэн Цайди и Юнь Я придут. Вас возглавит Наньгун, и ваша миссия будет заключаться в том, чтобы отправиться в близлежащие страны, захваченные Орлиным царством, перекрыв запасы еды, направляющиеся в Орлиное царство. В то же время вы будете поддерживать и финансировать эти страны, чтобы они снова стали независимыми. У Наньгун Юнь не было долгосрочного видения, которое было у Мэн Цинву, но теперь, когда они достигли этой точки, она, по крайней мере, могла понять, что Мэн Цинву хотела сделать. Орлиное царство было страной духовных зверей. У них изначально было плохо с сельским хозяйством, и они недавно атаковали малые и средние страны во всех направлениях, дико увеличивая свои вооруженные силы каждый год, так что у них было гигантское потребление. Они могли жить только за счет завоевывания других и их припасов. За последние несколько лет Орлиное царство никогда не прекращало своей агрессии, и одной из главных причин было то, что они не могли остановиться. Орлиное царство должно было продолжать грабить и расширяться. Прямо сейчас, чтобы иметь дело с Альянсом королевств, Орлиное царство прекратило атаковать во всех направлениях, что было очень опасным делом. Теперь Мэн Цинву послала людей разрушить их основные зернохранилища и использовала разные методы, чтобы остановить поступление припасов извне. Она также использовала дипломатию, чтобы сплотить сопротивление против Орлиного царства. Даже если они не смогут сразиться с основными силами Орлиного царства.
У Мэн Цинву все еще были способы сжечь это внешне сильное и внутренне слабое королевство. Когда Чутянь пытался лоббировать короля кровавых орлов в великой стране Чжоу, 5 пунктов, которые он поднял, вовсе не были шуткой. У Орлиного царства была только сильная армия, у них не было ни экономической мощи, ни производственной мощности. Такую страну можно уничтожить без какой-либо другой силы, Наньгун Юнь была полна уверенности. Она собрала Фэн Цайди и Юнь Я, готовясь отправиться в путешествие по разным странам. Мэн Цинву позаимствовала у 4 гигантов немало экспертов и нанял немало экспертов из леса. 20-тысячная армия берсерков в тяжелой броне также была переброшена в великую страну Чжоу, когда Орлиное царство решило начать полномасштабную атаку на великую страну Чжоу. Хотя была разница в силе, этого хватило бы, чтобы на какое-то время заглохнуть. Теперь им просто нужно дождаться внутренних изменений из Орлиного царства. Дело северных королевств было окончено. Мэн Цинву пришлось начать разбираться с подземным миром. 4 больших сил леса хаоса уже двинулись против подземного мира. Если сравнивать по силе, то даже если подземный мир собрал большую часть мира чистилища, они не могли сравниться с лесным альянсом. Но сложность географии подземного мира и мира чистилища была вне контроля лесного альянса. В городе чудес не было много информации о подземном мире, поэтому у солдат лесного альянса не было возможности войти в подземный мир. Поэтому лесной альянс в основном сосредоточился на защите и контроле над ними. Мэн Цинву передала новейшую технологию Комитета чудотворной торговли Лесному альянсу для отслеживания ситуации с подземными формами жизни. Таким образом, это предотвратило засаду крупных городов духовными насекомыми. Она также приказала эльфийскому королю возглавить 4 гигантов, чтобы атаковать города подземного мира из мира чистилища. 4 из них стоили целой армии, от Лесного альянса все еще поступали сообщения о жертвах, в которых даже говорилось, что некоторые города были захвачены, но часть засад была остановлена, а некоторые армии духовных насекомых были уничтожены. Сообщения из мира чистилища сообщили Мэн Цинву, что 4 гиганта уже захватили несколько городов в подземном мире. Ни одна из сторон не сдвинулась с места, и каждая страна продолжала потреблять ресурсы другой страны, при этом никто не извлекал выгоду. Это принесет только пользу подземному миру. Духовные насекомые не боялись съесть себя и не заботились об этой потере, потому что духовные насекомые обладали высокой степенью коллективного мышления. Это было связано с врожденной социальной структурой духовных насекомых. Лесной альянс же был просто высшей формой местного управления. Независимо от того, сколько жителей подземного мира погибло, высшие правила не изменились бы, и бесчисленные солдаты продолжали бы идти вперед. Иная ситуация была с лесным альянсом. По мере того, как все больше и больше лесных городов подвергалось нападениям, в соответствии с принципом неспособности защищать друг друга, у городских лордов возникала идея покинуть лесной альянс. Лесной альянс был создан совсем недавно. Подобная тенденция нанесет большой удар по лесному альянсу и даже поставит этот новый альянс на грань краха. Мэн Цинву пыталась успокоить всех, одновременно пытаясь разобраться с подземным миром, но в конце концов ее возможности были ограничены. Им срочно нужен был способ полностью все перевернуть. В этот критический момент пришла интересная новость. Наконец-то были построены космические врата, поскольку строительство космических врат было совершенно секретным, чтобы не привлекать внимания или неприятностей. Даже Мэн Цинву не знала о ситуации со строительством, поэтому она не знала о ходе строительства. Однако, учитывая сложность космических врат, ожидалось, что это займет больше времени, чем планировалось. Кто бы мог подумать, что с усилиями Чутяня и Мэн Ин космические врата будут построены на 2 дня раньше срока. Теперь вся долина была заполнена каменными плитами. Космические врата были построены как гигантские ворота, или, скорее, они были построены как гигантская дверная коробка высотой более 100 метров, построенная прямо в центре. Этот гигантский дверной проем был построен из кристаллов и драгоценных металлов, с большим количеством вырезанных на поверхности рун и бесчисленными оками звезд и космическими кристаллами, установленными в него. Он был построен большим и сложным массивом, как звезды на небе. Мэн Цинву увидела это большое строение и пробормотала себе под нос. Это космические врата? Это действительно великолепно. Верно, это космические врата, которые могут перебросить даже армию. Чутянь и Мэн Ин были заняты несколько дней, и они казались совершенно измотанными. Чутянь сказал Мэн Цинву: «Мы можем начать сейчас». Армия города чудес насчитывала около 100 тысяч человек. Этого было далеко недостаточно, потому что лучшее снаряжение Комитета чудотворной торговли было отдано солдатам в великой стране Чжоу, у них теперь не было хорошего снаряжения для вооружения этой армии. Более того, город чудес был построен в течение короткого периода времени, не имея достаточно времени для обучения этих солдат, поэтому они не могли быть главными силами в таком важном сражении. Конечно, космические врата могли привозить большое количество людей, но это количество все еще было ограничено. Когда было слишком много людей, было легко получить перегруз.
С нынешней энергосистемой города чудес, использующей всю энергию города, они не могли отправлять десятки тысяч людей одновременно. Чу Тянь и Мэн Цинву приняли решение послать только 30 тысяч элит, остальные будут собраны из других городов и 4 гигантов. Цель на этот раз была городом Паучьей Королевы. Это не было чем-то, с чем одна страна могла бы сражаться, поэтому им пришлось работать всем вместе, чтобы иметь больше шансов на победу. Гигантский горный хребет послал 20 титанов и более 2000 гигантов. Хребет драконов послал 15 драконов, 200 личий и более 1000 различных других экспертов. Дикие горы послали 20 бегемотов и более 10 тысяч человек из личного состава взрывного когтя. Наконец, это был Вечный лес. Вечный лес был более хлопотным, так как этим старым фанатам было трудно прийти к решению послать эльфийскую армию, даже если они спорили бы об этом в течение года. Наконец, эльфийские городские лорды привели своих стражников и пришли на помощь как частные лица. Хотя эта армия была небольшой, боевая мощь была просто взрывной, через 2 дня все армии собрались в городе чудес. Все они и 30 тысяч элитных войск, тщательно вооруженных городом чудес, собрались перед космическими вратами. Чу Тянь стоял перед космическими вратами. Все, Лесной Альянс — это семья каждого. Лесной Альянс может принести богатые ресурсы и процветание всему лесу. Лесной Альянс — это основа, дающая нам уверенность в том, чтобы стоять на континенте. В настоящий момент наш Лесной Альянс переживает критический момент. Подземные насекомые хотят разрушить наш союз и погрузить лес в вечный хаос. Как вы думаете, что нам следует делать? Убить их. Рев походил на волны, идущие со всех сторон. Мы довольно сильно пострадали за последние несколько дней и понесли тяжелые потери, но теперь мы позволим им увидеть, насколько мы сильны. Чу Тянь отступил на шаг и громко закричал: «От имени городского лорда города чудес я объявляю, что космические врата открыты». Энергия продолжала течь тысячами рек через города чудес. Все присутствующие руны засветились и собрались со всех 4 сторон, прежде чем собраться на гигантской дверной коробке. После этого внутри дверной коробки собралась мощная энергия, когда из всего помещения раздавались треск и грохот. Это пространство было похоже на ведро с водой, которую кипятят на сильном огне. В заключение. Раздался треск. Появилась одна гигантская трещина, вторая, третья, 4. Бесчисленные трещины собрались вместе, прежде чем они постепенно образовали энергетический вихрь. Сначала вихрь был не очень устойчивым из-за большого количества пересекающихся энергий, но большие массивы сыграли свою роль, быстро рассеивая нестабильную энергию. Постепенно в водовороте возник образ — это был подземный мир. Глава 584. Алексис. Главный город Паучьей Королевы Алексис находился в центре подземного мира, и этот город получил свое название от королевы. Этот город не был особенно большим, но все, кто жил в нем, были потомками Паучьей Королевы, кровными родственниками или самыми преданными стражниками. Вокруг города Алексис были подземные города. Разных перевалов, крепостей, городов бесчисленное количество. Если бы была армия, которая хотела атаковать город Алексис, ей пришлось бы пройти сквозь толщу земли, различные опасные области и столкнуться с крепостями и проходами, прежде чем, наконец, они смогут атаковать город Алексис. Именно из-за того, насколько тяжело это было, никто никогда не подозревал, что когда-нибудь город Алексис падет. Я думаю, мы уже здесь. Перед нами главный город духовных насекомых. 4 человека в плащах появились в подземном мире, стоя на очень просторной площадке. Вся эта область была покрыта странными подземными растениями, некоторые из которых были похожи на грибы, а некоторые — на виноградные лозы, и все они имели странный вид. Легендарный город Алексис духовных насекомых был теперь перед их глазами. Эти 4 были никем иным, как эльфийским королем Ланселотом и 3 другими лидерами. Хотя окрестности города Алексис было трудно пройти, путь преграждали различные форты и перевалы из духовных насекомых, 4 из них не были заметны, и никто из них не был обычным человеком. Желание проникнуть внутрь, чтобы вас не поймали, разве это не было очень простым делом для них? Тогда давайте сделаем это здесь. Острый драконий взгляд крыла смерти огляделся. Надежен ли метод Чутеня? Как такое может быть возможным, чтобы сюда перебросили целую армию? Эльфийский король изящно улыбнулся. Повелитель драконов, до появления Чутеня транспортная башня города чудес также была неразумной вещью. Сам Чутянь — тот, кто может превратить неразумное в нечто разумное. К чему весь этот трёп? Взрывной коготь был человеком без всякого терпения. Давайте начнем. Громовая ярость кивнул и немедленно начал подготовку. Он был титаном, а у них были потрясающие навыки ковки, поэтому громовая ярость не будет недостатком в этой области. Громовая ярость взял око звезды в качестве ядра и начала создавать простую транспортную башню.
Космические врата отличались от транспортной башни. Транспортная башня была основана на соединении двух точек пересадки, а что касается космических врат, они были другими. Главное — это космический транспорт, который соединял начальную точку с конечной. После того, как громовая ярость закончил строительство транспортной башни, все трое ждали сбоку. Через полдня транспортная башня загорелась. Сила исходила из пустоты, искажавшей пространство вокруг транспортной башни. Энергия стихии текла как сумасшедшая, и различные виды энергии сталкивались друг с другом. Око звезды на поверхности транспортной башни внезапно разлетелся на части. Когда это око звезды разбилось, высвободилось большое количество энергии. Оно превратилось в ворота, превратив их в гигантские пустые транспортные ворота. Он каждый раз поглощает око звезды. Эльфийский король сожалел о том, что око звезды разбилось. Стоимость такого транспорта слишком высока. Лорд драконов мягко сказал, если оно сможет перевозить армию, что таково в потере тривиального ока звезды? Эта недавно построенная транспортная башня уже была разрушена. 4 лидера были немного обеспокоены, потому что, если эти космические врата могли соединиться с любой транспортной башней, это означало, что армия города чудес могла быть отправлена в любое из их логов. Будь то Вечный лес, Дикие горы, Драконий хребет или Гигантский горный хребет. Неважно, насколько мощной была защита. Как бы ни была сложна география. Ничто из этого ничего не значило для города чудес. Космические врата города чудес могли напрямую использовать транспортную башню на их территории в качестве перевалочных пунктов. Армия города чудес могла появиться в любой точке континента, и, естественно, им было бы неудобно. Но могут ли они разрушить транспортные башни, это тоже было невозможно. Когда у них не было транспортных башен, все не чувствовали, что что-то не так. Теперь, когда они привыкли использовать транспортные башни, они уже не могли жить без них. На континенте не было ни одного способа передвижения, который мог бы сравниться с транспортными башнями, думать об этом сейчас было бесполезно. Лесной альянс был недавно создан, и все были в фазе медового месяца, не говоря уже о том, что город чудес использовал стратегию, в которой все побеждали. Хотя они имели большое влияние и популярность в лесу хаоса, они никогда не захватывали окружающие города. Они скорее создали платформу для сотрудничества, к которой мог присоединиться каждый. Город чудес не использовал силу или престиж, чтобы запугивать других, поэтому не было никаких опасений по поводу ссоры. Постепенно сформировались космические врата. Поскольку открытие космических врат имело очень сильные колебания энергии и создавало звуки, разрывающие уши, любой мог бы услышать их даже за сотни миль. Это был главный недостаток космических врат. На самом деле, если бы люди этой эпохи обладали достаточно сильной бдительностью, каждый город создал бы группу быстрого реагирования для борьбы с космическими вратами. Космическим вратам требовалось время, чтобы сформироваться. Пока космические врата не сформировались, если кто-то сломает их, они смогут это остановить. Если у кого-то была достаточно сильная пространственная технология, не было необходимости в группе быстрого реагирования. Можно было бы напрямую активировать пространственные контрмеры и бороться с вторжением в космических врат. Это были основные методы более позднего поколения, и их нельзя было использовать в ту эпоху. Хотя это было так, с большим беспорядком, созданным космическими вратами, армия города Алексис уже почувствовала это, создав большое беспокойство. Несколько генералов духовных насекомых вывели десятки тысяч солдат на расследование. Что это такое? Духовные насекомые наблюдали издалека, когда на открытой местности перед ними образовались большие ворота. В процессе формирования он выделял большое количество света и энергии. Эту сцену никогда раньше не видели, поэтому, хотя эти духовные насекомые не понимали, что это, они не осмеливались опрометчиво двигаться вперед. Но они этого не знали. Этот короткий период колебаний лишил их последнего шанса. Космические врата превратились из нечетких в чистые и теперь приняли базовую форму. Изображение космических врат постепенно становилось яснее и постепенно открывало вид города чудес. Это плохо. Генерал духовных насекомых увидел внутреннюю часть 100-метровых космических ворот и увидел, что они открывают картину мира на поверхности. Его лицо тут же упало, когда он крикнул: «Это заговор этих проклятых жителей поверхности! Убейте их, всем в атаку!» Сейчас не важно, что это было. Эти космические врата показали поверхностный мир, а это означает, что он определенно был связан с поверхностным миром. Насколько напряженными были сейчас отношения между подземным миром и миром поверхности? Следовательно, все, что связано с поверхностным миром, определенно было врагом подземного мира. Уничтожьте и убейте его на всякий случай. Тем не менее, было слишком поздно. С шумом в ушах. Несколько истребителей города чудес вылетели из космических врат и первыми прибыли в подземный мир с головокружительной скоростью.
Они атаковали армию подземного мира и стреляли из всех видов энергетических пушек, ракет и тяжелых энергетических пушек. Этим безумным рывком подземные духовные насекомые были застигнуты врасплох и сметены с ног. Эти истребители Черного Грома вступили в бой недолго. После того, как они атаковали армию, они неожиданно направились прямо к городу Алексис. «Стенолом!» — крикнула Наньгун Юнь, выпустив черную ракету. Эта ракета, покрытая массивами источников энергии, быстро вылетела и врезалась в защитный барьер города Алексис. Сила защитного барьера города Алексис была намного сильнее, чем защитный барьер имперского города Орлиного царства. Стенолом мог создать гигантскую дыру в барьере имперского города, но здесь он мог создать только маленькие дыры. К счастью, их удалось сложить, и при одновременном выстреле нескольких стеноломов большая часть барьера замерзла. «Разбейте его!» Более 10 энергетических пушек выстрелили, и она разбилась, как зеркало. В защитном барьере города Алексис образовалась большая дыра. Духовные насекомые даже не успели быть шокированы, когда из космических врат послышались оглушительные шаги. Высокие и могущественные бегемоты, титаны, покрытые молниями, и несколько гигантских драконов быстро вылетели из ворот. Бегемот атаковал когтем. Земля задрожала, на ней образовались большие следы когтей. Он подавляющим образом протолкнул солдат и отправил всех, кого поразил, в полет. Гром титанов превратил тысячи солдат, пораженных молнией, в уголь. Драконы взмахивали своими гигантскими крыльями в воздухе и посылали большие дыхания драконьего пламени в людное место, превращая все больше и больше духовных насекомых в древесный уголь. Эта серия внезапных нападений уже застала духовных насекомых врасплох. Армия города чудес продолжала проникать в подземный мир, побеждая элиту духовных насекомых в одном столкновении, прежде чем начать атаку на город Алексис. Чутянь вышел из космических врат и сразу же обнаружил группу эльфийского короля. Он улыбнулся, подошел и сказал: «Вам всем было тяжело». Ланселот и другие все еще были глубоко потрясены космическими вратами города чудес. Бесчисленные солдаты казались бесконечными, продолжая вырываться из космических врат. Когда в истории сражений на континенте была такая шокирующая сцена? Независимо от расстояния, окружающей среды и препятствий, самые элитные армии могли появляться прямо перед своими врагами. Даже если бы можно было вовремя отреагировать, их все равно застали бы врасплох. Из города Алексис доносились звуки интенсивной битвы. Это должна была быть Паучья Королева, сражающаяся против армии города чудес. Паучья Королева — эксперт Небесной области, и она не слаба, и в городе может быть больше одного эксперта Небесной области. Я надеюсь, что все вы сможете помочь нам, чтобы сократить количество ненужных потерь. Глава 585. Успешный захват. Город Алексис был одним из самых важных подземных городов. Как может оборона такого города быть слабой? Какой статус у Паучьей Королевы? Она была сильнейшим экспертом подземного мира, правя более чем половиной сил только в подземном мире. Она даже распространила свою силу на чистилище и поверхностный мир, она была властителем, обладающим силой и разумом. Город Алексис был главным городом Паучьей Королевы. В этом городе было не только бесчисленное количество экспертов, но и неприступная местность. В дополнение к престижу и влиянию Паучьей Королевы, он считался священным городом в подземном мире. Никто и представить себе не мог, что однажды на него нападет большая армия. Но это действительно происходило сейчас. Все произошло слишком внезапно. Гигантских драконов, бегемотов, титанов и эльфийских городских лордов, обладавших властью, близкой к царству Небесной области, было около 70-80 человек. Если добавить 4 гигантов леса хаоса, этой силы было достаточно, чтобы сокрушить большинство городов на континенте. Были также десятки тысяч элитных солдат, у которых были не только лучшие специалисты из 4 гигантов, но и новейшее оружие Комитета чудотворной торговли. Город Алексис был застигнут врасплох и столкнулся с этой дикой атакой, создав односторонний бой. Это была решающая битва за наземный и подземный мир. После того, как дракон разрушил здание, его взгляд упал на замок, похожий на жемчужину в центре города. Он взмахнул крыльями и тут же полетел, собирая пламя дракона, которое могло мгновенно расплавить сталь во рту. Гар. Дракон выпустил большую россыпь драконьего пламени. Каждое пламя дракона содержало ужасающую разрушительную мощь, летящую по замку, как стрелы. Когда мощное пламя дракона собиралось поразить замок, изнутри возникло мощное колебание энергии. Появилась тьма, испускавшая темно-красный свет, и каждая нить встретилась с пламенем дракона. Когда паутина попала в пламя дракона, мощная энергия, заключенная в ней, мгновенно рассеяла пламя. Дракон испугался. Пламя дракона было основным методом атаки клана драконов. Чем сильнее был дракон, тем сильнее было его пламя дракона.
Этот дракон был близко к Царству Небесной области, и для другой стороны, чтобы легко рассеять его пламя дракона, это означало, что другая сторона была намного выше его по силе. Дракон хотел бежать, зная, что это плохо, но было уже слишком поздно. Тысячи паутин взметнулись в небо и полностью обернулись вокруг спины этого дракона. Если внимательно посмотреть на паутину, можно увидеть, что в каждой нити содержалась мощная энергия, и она действительно разбила чешую дракона. Дракон был мгновенно порезан и был весь в ранах, с ревом пытался вырваться. Бесчисленные нити паучьего шелка сжались, и из земли появилась фигура. Это был наполовину человек, наполовину паук. Ее фигура была немного больше, чем у обычного человека, и у нее был странный фиолетовый цвет с головы до ног. Верхняя половина ее тела представляла собой зрелую и элегантную женщину, а нижняя половина — ужасающего восьминового паука. Сочетание этой красоты и безобразия совершенно не противоречило друг другу. Вокруг нее было бесчисленное множество нитей паучьего шелка. Она использовала эти нити паучьего шелка, чтобы перемещаться по воздуху. Личность этого человека была ясна. Она определенно была самой известной королевой пауков подземного мира. В это время паучья королева выглядела разгневанной. Она беспрепятственно перемещалась в подземном мире в течение нескольких сотен лет, и это всегда она вторгалась на территорию других. Она никогда бы не подумала, что ее главный город однажды подвергнется нападению других. Шелк быстро унес ее в небо, и в ее руке появилась кроваво-красная нить, когда она влетела в шею дракона. Эта прядь была слишком маленькой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, но она содержала мощную и резкую энергию. Добавив мощную духовную энергию паучьей королевы, этого было достаточно, чтобы отрубить этому дракону голову. Когда паучья королева собиралась сделать свой ход, сильный рев дракона заполнил небо, и крыло смерти в человеческом обличии быстро упал. Драконий коготь, покрытый темным пламенем дракона, пронесся по воздуху и сжег этот опасный шелк. Крыло смерти быстро приблизился к паучьей королеве, и другая рука, покрытая пламенем дракона, ударила паучью королеву по голове. Королева пауков подняла руку. Сотни нитей паучьего шелка сорвались с ее ладони, образуя гигантскую сеть. На паучьем шелке было написано бесчисленное количество рун, и гигантская сеть мгновенно образовала гигантский барьер. Когти крыла смерти, покрытые пламенем дракона смерти, вызвали сильный взрыв, когда встретили барьер, и оба были отправлены на несколько метров. Очень могущественная. Поистине достойно быть самым известным правителем подземного мира, паучья королева издала ужасающий крик, из нее вышли бесчисленные нити трудноразличимого паучьего шелка. Он почти полностью покрыл небо над городом в одно мгновение. Домен паучьего шелка. Было по крайней мере сотни миллионов нитей паучьего шелка, каждую прядь было трудно увидеть глазом, и каждая прядь содержала мощную энергию. Летающие демонические звери, которых послал город чудес, пролетали через город Алексис, и когда они проходили через паучий шелк, они мгновенно были разрезаны на бесчисленное количество частей. Истребитель Черный Гром случайно вошел в эту область и задел невероятно острый паучий шелк. Энергетический щит был совершенно бесполезен, поскольку весь самолет мгновенно разрезался пополам, как мягкий кусок тофу. Когда он падал, он встретил другую нить, превратившись в 4 части, 8 частей, 16 частей. Даже если такое могущественное существо, как дракон, ударит по шелку, он получит серьезные ранения. Одним движением паучья королева контролировала все воздушное пространство. Дождь из шелковых клинков. Паучья королева протянула руки, и бесчисленные нити шелка, словно дождь, начали рушиться. Эти нити шелка полностью игнорировали защитную духовную энергию и быстро покрыли весь город. Когда люди не обращали внимания во время бега, им немедленно отрезали головы прядью паучьего шелка. Паразитический шелк. От паучьей королевы была выпущена еще одна большая партия паучьего шелка. Эти пряди шелка входили в макушку человека, и любой, у кого была прядь паучьего шелка, яростно нападал на своих товарищей вокруг себя. Чутянь увидел эту сцену издалека. Шелковый источник духа. Такое совершенствование, скорее всего, уже было на 7-м уровне небесной области. Другими словами, с точки зрения культивации паучья королева могла сравниться только с Ланселотом. Все остальные 3 гиганта были на ступень ниже ее. Я советую тебе не разделять свое внимание. Крыло смерти не торопился двигаться. После просмотра серии ходов паучьей королевы он холодным голосом сказал: «Твой противник — я». Глаза паучьей королевы светились холодным светом, когда бесчисленные нити паучьего шелка, текущие волнами, внезапно хлынули на крыло смерти. Крыло смерти был окружен пламенем темного дракона, и весь паучий шелк, который приближался к нему, сгорел дотла. Хотя культивирование паучьей королевы было немного выше, чем у крыла смерти, как у настоящего дракона, крыло смерти имел врожденное преимущество. Для него было нетрудно пропустить 1 или 2 уровня во время боя.
Паучий шелк, сформированный из духовной энергии паучьей королевы, был орудием убийства перед сильнейшей защитой других, но не представлял никакой угрозы перед крылом смерти. Пальцы паучьей королевы продолжали танцевать, когда миллионы нитей паучьего шелка в ее домене паучьего шелка соединились. Светящийся паучий шелк принимал разные формы и, наконец, образовывал самые разные массивы. Небесный раздирающий коготь. Крыло смерти был подавлен мощью этой группы, поэтому он быстро атаковал своими когтями. Вздымающееся пламя драконьего когтя высвободилось, и все источники энергии вокруг него были разрушены. Выражение лица паучьей королевы немного изменилось. Ее руки быстро подняли миллионы острых прядей паучьего шелка. Бесчисленные нити, окружающие крыло смерти, пересеклись и быстро стали густыми, как джунгли. Каждая прядь паучьего шелка обладала мощной духовной энергией и излучала такое ослепительное сияние, как будто она могла разрезать что угодно в этом мире. Даже если бы эксперт Небесной области вошел в этот густой лес, он бы мгновенно разлетелся на куски. Но крыло смерти не испугался. Тело крыла смерти выпустило драконье пламя, и он бросился на бесчисленные нити. Эти нити, которые могли разрезать самое твердое железо, как тофу, приземлились на крыло смерти, прошли через его защитную духовную энергию, оставив большие отметины на его чешуе, но все они были немедленно сожжены его пламенем дракона. Выкуси. Крыло смерти прошел сквозь плотные нити и предстал перед паучьей королевой. Порезанная чешуя на его теле была залита кровью дракона, но это были всего лишь раны кожи. Сила крыла смерти прорвалась в это время, и горящий кулак ударил королеву пауков. Руки паучьей королевы управляли прядями, и светящаяся сеть из паучьего шелка образовывала перед ней барьер. Кулак крыла смерти прямо разрушил барьер на куски, и паучья королева была окружена пламенем дракона смерти. Она упала с воздуха, и мощная сила позади нее образовала вокруг нее большую дыру в земле. Крыло смерти медленно спустился на землю. Его порезанная чешуя быстро восстановилась, и благодаря стойкости гигантского дракона его раны быстро зажили. Эльфийский король, ярость грома и взрывной коготь смотрели, не двигаясь. Из них четверых никто не был обычным человеком. Уровень развития эльфийского короля был самым высоким, и он обладал редкой врожденной энергией времени. Хотя другие были немного слабее его в плане совершенствования, учитывая врожденные преимущества их рас, можно сказать, что любой из них был шокирующим экспертом. Поскольку они были важными персонажами, достойными называться экспертами, они презирали объединение против одного противника. Конечно, крыло смерти был достаточно сильным. Паучья королева тоже была очень сильной, но она не могла победить гигантского дракона. Четверо из них пошли рядом с гигантской дырой. Паучья королева была тяжело ранена пламенем дракона и в настоящее время изо всех сил пыталась встать в яме. Ее глаза были полны гнева и ненависти. Ланселот сказал: «У тебя неплохие силы, как насчет того, чтобы присоединиться к нам? Вы хотите, чтобы я присоединилась к вам?» Паучья королева сказала с холодным смехом: «Я единственная королева, а королева никогда не пойдет на компромисс. Я никогда не буду работать с вами, пока жива, вжух». Клинок молнии пронзил паучью королеву. Глаза паучьей королевы мгновенно были широко раскрыты. Правая рука громовой ярости была покрыта молнией, из его ладони вырывался клинок молнии. Он холодно посмотрел на паучью королеву и сказал: «Ты думаешь, мы не убьем тебя? Если ты ищешь смерти, почему бы нам не помочь тебе?» Паучья королева была убита вот так. Эта новость вызовет бурю в подземном мире. По крайней мере, города, которыми управляла паучья королева, как только они выйдут из-под ее контроля, многие будут бороться за власть. Подземный мир потерял правителя, и их угроза лесному альянсу значительно уменьшилась. По крайней мере, город чудес больше не будет обращать на них внимания. Чутянь воспользовался этим шансом, чтобы поддержать нескольких персонажей подземного мира, приблизив подземный мир к городу чудес. Так они, по крайней мере, могли бы избежать неприятностей в будущем.